Друзья, всем привет! С вами опять Life на острове, и сегодня мы с вами проведем день в музее Второй мировой войны, который находится на открытой местности. Здесь всяких много танков, самолетов, пушек. Мечта детства посмотреть на танчики и пострелять с пушек. Вот. Давайте вместе с вами прогуляемся по этому музею, узнаем, что новенькое, ну и посмотрим на старушку Англию. Итак, друзья, вот это первый экспонат, который встречает нас почти на входе этого музея. Залезть на него нельзя? Да. Полазить по нему, к сожалению, нельзя. Ну, потрогать, наверное, можно. Но он прям такой старинный, смотри, он весь облезлый. Видишь, такой ржавый. Чем удивителен этот музей? Тем, что здесь все находится на открытой местности. Это так интереснее, когда ты ходишь в каком-то помещении, в таком замкнутом, да, и все как-то, какие-то экспонаты. А здесь вот, смотрите, какие. Это танк такой? Это танк, да. Вау. Вау. А за ним еще какой-то броневик. Ну, огромный. Представляешь, когда-то это все ездило. А вон, смотрите, что я нашел. Фильмы про войну, помните? Всякие, наши русские старые фильмы. И вот на таких вот штуках постоянно немцы гонялись за нашими солдатами русскими. Да-да-да, я вот эту помню штуку. Ну, ты как мальчик, ты много чего помнишь. Да, в каждом кино была вот эта, и я так всегда этих немцев думаю, такие, у них всегда, мне казалось, эта техника намного такая красивее, чем советская, да? Я всегда думал, они же плохие, они же все там злые, плохие. Почему у них вся техника красивее, чем у нас? Это такие доводы детства были. Да. О, какие. Это что? Это бомбы или что это? Да, снаряды. Это снаряд. Да, бомбы, смотри, точно. Их разных видов. Раз, два, три. Ну ничего себе размерчик, друзья. Друзья, смотрите, вот эта вот огромная бомба, это была когда-то атомной бомбой. Блин, размерчики, а? Вот еще какая чисто классической формы. Да, как мы рисовали в детстве. Как в детстве рисовали, да. Бомбочка. О, пушки. Блин, какое дуло огромное, посмотрите. О, это тюрьма. Призм. Друзья, это тюрьма, в которой вот именно находились итальянские заключенные. Вон как они все жили, ихние кровати двухъярусные. Это вот их, Паш, вот это вот как пример, вот как это вот все были заключенные, это их карточки, как паспорта их такие были. Да. С фотографией, вот. С какого числа, по какому он тут находился. Вон какой стоит. Кровати, смотри, да. Где спали. Как здесь холодно, они бедные мерзли. Это такой дубак. На улице теплее. А это все, что изготавливали эти заключенные, сидя в этих тюрьмах. Занимались рукодельничеством. О, мамочки, посмотри. Боже мой. Это уже трэш. Друзья, здесь столько много этих бараков, посмотрите, да, и в каждом из них сделан какой-то музей, какие-то экспонаты. Тут, наверное, будем проводить много времени сегодня.
Чтобы не заблудиться, чтобы все обойти. А тут... О, какие самолетики были раньше. Ой, какая коллекция самолетов. Я когда был маленький, у меня были такие модельки, я их собирал, склеивал с клея. Да. Разукрашивать их еще можно. Да, было. их можно было разукрашивать, но каждый раз, когда у меня дело доходило до разукрашивания, я все портил. Я его ломал от психов, потому что я тратил там столько времени, чтобы его собрать, и как только я его начинал красить, мне не нравилось, что я покрасил его, и я просто его разламывал в щепки от злости и выкидывал. Да. Художество не твой конек. Нет, да, и потом я все-таки решил больше их не разукрашивать. Форма. Радистки. А вон кадры, как на самом деле. Видишь, они с этой картой игрались. А что это они делали с этой картой? Зюшенька, если бы я знал такие вещи, я бы у тебя был бы радистом. Или военным. Ты как мальчик про войну побольше, чем я, знаешь. Да, не радистки, слышишь? Да, радистки. А сколько много. Вот как будто они передают что-то, смотри. You will stay with us now. О, круто. То есть этот барак посвящен радистам. Первый барак, в который мы зашли, был посвящен заключенным. Там были их все кровати. Боже, сколько здесь Да, этих главное, всех, тут посмотрите. Не знаю, где. Куда заходить? Номер 8. Вот петушок какой, я думала, тут живые. Курятник. Ой, блокаут. Боже, какая темнота. Мамочки, мне страшно. Господи, тут комната страха, да? Тут уже как комната страха. Никак. Ну так можно, а? Скажите. О, они... это написано было «Женщины на войне». Вот они чинили что-то. На станках точили И они изготавливали патроны, бомбы, снаряды. И вон показано, вот как они работали. Смотрите. Помните в фильмах, когда искали там, как кто-нибудь убегал из концлагеря там, или еще откуда-нибудь, или подкрадывался там, к какому-нибудь врагу, вот эти прожектора светили, да, и освещали полностью все вокруг. Вот они как выглядят на самом деле. Обычно сирена начинала звенеть, и вот эти прожектора. Он тоже на гусеницах передвигается. Прикольно. Станцуем? Ай? Станцуем? Потанцевать. Вот еще одна пушка. Тут пушище. Пушище. Пушка. Блин, ну выглядит так все просто, банально, да, даже не представляю, как это все стреляло, работало когда-то. На вид скажешь, что это просто какой-то как макет. Трудно даже представить, что это все бомбило. А вон старинные велосипеды, да, стоят. Ага, давай покатаемся. Сравнить с нынешними, да, какие были. Ага, смотрите, старинные велики. Надо сфоткать и Оскару показать. Где такой кумир. Мама мия, какие они.
Rocket, Doodle, Book, Boost, Bomb. Что это? Самоуправляющаяся бомба какая-то. То есть это не самолет, это и есть бомба. Нифига себе. Да, и она могла лететь долго. Но она немецкая, видите? There's a Chinese laundryman, the famous Mr. Wu. He chucked his lime at laundry shop and his Здесь window. везде вот такая музыка играет, да? Тех времен. Это не похоже. Ну, вот эти вот бомбы, да, с одной стороны какое-то такое есть восхищение, какая она огромная, какая она вот вся такая красивая, а с другой стороны подумаешь, что это просто оружие, чтобы уничтожать людей, блин, жесть. Да. Ребятки, мы зайдем в кафе, выпьем кофе, то, если честно, Вы не ну, смотрите, так. что такое солнце. Да. Очень холодно. Да, кажется, солнышко, а на самом деле такой холод. Так, гифт-шоп. А куда нам идти-то? Это гифт-шоп, то есть А давай зайдем посмотрим. сувенирный магазин. Я так хочу посмотреть. They were caught Ты знаешь, что я люблю and всякие штуки. He said they Пошли Ноэль. тратить деньги. Здесь, когда подходит день, как в России называют его День Победы, а в Англии называется День памяти всем погибшим на войне. И именно в период этого времени, когда этот день до примерно месяца этого дня и после этого события месяц, все люди в Англии носят вот такие вот маковые цветочки на груди, клеят на машину их. И это... Они могут быть разные, и из бумажек, Да, и как, да. как искусственные цветочки. Ну, Но он должен быть вот имитация макового цветочка, и это значит, что все вот помнят и скорбят о тех, кто погиб на войне. да, но когда ты его покупаешь, если ты хочешь купить, эти все деньги идут как бы в помощь ветеранам, да. Как бы вот, Да. вот даже видишь, все с маками. Да, вот с маками всякие Это чайнички. посудка такая, да. Друзья, посмотрите, на каких автомобилях приезжают сюда посетители. Я только что поговорил с хозяином этой машины, и он сказал, что это машина 1945 года. И такая, как эта машина, которая ездит сама, он сам на ней приехал сюда, она единственная в мире. И он приехал со своей супругой и любезно разрешил себя сфотографировать на фоне этой машины. И его фотография с супругой появится вот здесь. Он такой аристократ. Да, в шляпе. такие аристократы в шляпе с тросточкой. Ну, вы увидите. Но они такие, Молодцы. и такие Добрые, да. такие согласились, как ни странно, да, вот некоторые сказали, ну, молодцы, классно. Да, рассказал нам про этот автомобиль. Пашка сказал, что он ему завидует. Да, я ему сказал, что я ему завидую, я тоже такой хочу. Вот, подводная лодка модель. Ой, какая классная. Мы как будто зашли в лодку сейчас подводную. Ай, точно. Мы в подводной смотрите. лодке внутри. Да, это как будто в подводной лодке. Коврик. Оля, тебе не страшно? Представляешь, ты сейчас на глубине 2 километров. Мама моя. Боже, он трясется весь, смотри. Ага, А, как будто ты плывешь. точно. Тут такое вот... Друзья, мы сейчас идем, ощущение. а она качается, да, как будто... Эффект плавания, Эффект, да, что ты под Я водой. думаю, это что-то у меня тут... Вроде Пол кофе уходит. пила. Пол из-под ног уходит. А вот и типа они смотрели, даже крутили так. Вот радист. Полундра. О, боже, как качается. Ну, а вот это их столо, это где кушать, смотри, держали. Колбасы висят, виноград. Варится суп, смотри, тут даже булькает суп. Обалдеть. Да, они постарались сделать это все так реально. Ух ты. Блин, классно, да? Мы приплыли. Все, выходим на берег.
Не, ну это качание. Качало, да? Очень. Нас укачало. И мы подошли к худ номер 6 Music Hall. Eden Camp Music Hall. Пойдем станцуем сейчас. Это, так сказать, в то время был местный музыкальный клуб, где они коротали вечера, танцевали. А, тут типа как кинотеатр такой вот. Они все Да. приходили. Смотрите, это кинотеатр тех времен. You're just a one you have been arrested with all the things you get up to in your life. Once in a while, we all used to get started in their own right. Когда-то здесь в свободное время, по выходным, наверное, может быть, и просто по вечерам собирались солдаты, медсестры, все военные этого Иденкампа, и вот тут вот смотрели фильмы или какие-нибудь еще представления. Такой местный клуб. Ночной клуб Иденкампа. Найт-клуб. Дом культуры, ДК. Да, Дом культуры. ДК. Местный. Английский. Друзья, здесь даже можно увидеть людей, переодетых в форму тех времен. Смотрите, женщины. С сумками, смотрите, медсестра. Медсестры. Друзья, смотрите, какой, я не знаю, как это называть, саркофаг или что это для часового. Он полностью металлический, да, со скамеечками с такими. И то есть он здесь сидел и мог закрыться, и его никто не мог ни застрелить, ни, наверное, и не взорвать, потому что он такой, да, наверное, каким-нибудь легкой гранаткой его точно не могли взорвать. Но со снаряда с танка, конечно, его бы разнесли быстро. Но факт, что вот такая капсула, в которой часовой мог спрятаться и сидеть, пока подкрепление не подойдет. Классно. Пошли куда-то еще. О, ЗОТ. Смотрите. Прям боевые действия. Кто-то уже убит. Ага. Немец уже подбитый, свисает. Это как землянка с досок. Вон какой-то офицер. Кто-то раненый лежит там. Ага, вон раненый. А боже, да, это как будто как под землей сделано, да, вырыто вот, Да. как они воровали. Ну это землянка, да. Да, да, да. Ну кто там? Посмотри, кто там. Мы с Олей раскрыли тайну 20 века, блин. О! Так вот где ты прятался все время. Друзья, я его нашел. Он жив. Он жив. Вот он. Все, нам за это орден. Да. О, корабли, смотри, как он пошел. Ой, какой макет корабля, посмотрите. Красиво. Просто крутейший. Да, мне кажется, кто интересуется темой, тематикой Второй мировой войны, вот здесь просто, я бы сказал, клад с информацией. Ой, машины. Ой, модельки всякие Танчики. военные, да. Машины. Какие хочешь. Это вот все какие были, да, типы Да, там. да, тех времен. Ух, солнышко. Вышел как будто на улицу, знаешь, в этом военном лагере. Ну, Смотрите, все так сделано, да? о, А что? вот. Техника. А мы можем тут пройти? Конечно, вот так? можем. Валдоп. Джипик, смотри, какой малюсенький. Где? Ага. Вот. С автоматом.
Жалко посидеть, не Два я даже посидела и автомат. пролила бы еще. Ну так, а вот маки опять, смотрите, видите, они везде. Маковые цветочки, да. Мы говорили вам об этом. Тракторок. Ну, какой огромный, смотри. Ого. Ой, открываешь. Классно. Вы посмотрите, в каком состоянии этот, я не знаю, танк это или, наверное, танком не назовешь, потому что он на каких-то резиновых колесах, но вверх полностью как у танка. И смотрите, в каком он состоянии, блин, такое ощущение, что он как будто только недавно сделанный. Вон внутри все как. Вот так. Посмотри на меня, Паш. Я тебя сфотографирую на фоне этого танка. Поехали? Автомобили. Садимся и поехали? Да, садимся. Еще какой-то броневик. Ну, состояние у них, конечно, вообще супер. В жизни бы не сказал, что они такие Божечки. старинные. Джипик. Аустин. Помните этот автомобиль? Вот он, легендарный Аустин. Даже открытый мотор у него, чтобы посмотреть можно было, смотрите. Да. Какой малюсенький. Это они открыли, чтобы посмотреть, как там внутри или что? Да, как чтобы люди видели, как мотор выглядит. Представляешь, какой он малюсенький? Он- Боже, тут внутри тогда вообще место. Как они сюда четвером помещались, я не понимаю. Если кто-нибудь еще побольше комплекции, так все. Ну и все, да. Класс, просто класс. Вот, смотрите, Эден Камп, Modern History Museum, от бомбоубежища. Туда, поэтому и слышно, что да, этот сигнал. Они полностью сделаны из толстого металла. железа. И вот здесь ждали, пока самолеты, наверное, противника не улетят. Этот вообще бетонный такой. Ну, классно. И сейчас мы Пойдем пойдем вам погуляем. покажем технику, самолеты и огромные бомбы. Друзья, смотрите, что я увидел. Я сам лично сейчас залезу на танк. Мечта детства сбывается. Нельзя. Да шучу я. Тут пугать любит. Вот это реальная мечта детства. Рисовал такой Пашка? Да, да. Такой корявый. Оф. Кстати, видите, вот эта вот штука на колесах, да? Вот ее здесь охраняли и оберегали больше всего. А знаете почему? Потому что это основной генератор электричества. Вот это дизельный какой-то там мотор, который производил электричество на весь этот Иденкамп. То есть весь этот лагерь, ну, как сказать, этот генератор производил электричество на весь этот лагерь. И это было самой охраняемой штукой в этом лагере. Вот так вот он выглядит. На колесах. Огромный. Смотрите, мотоцикл. В каком состоянии, блин. Вон там еще Просто с коляской. как новый. Там с коляской сидеть можно. Да, там еще один с коляской. Но вот этот вот, который без коляски, он просто в идеальном состоянии. Джипик. Джипик. Самолет.
Боже, он такой малюсенький, я думал, они огромные. Вот, посмотрите, сейчас, Оля, вот ты подержи камеру, я встану на фоне самолета, чтобы зрители увидели, какой он небольшой. Вот и весь размер этого самолета. Ну, мне в детстве казалось, что они огромные такие. Именно, наверное, благодаря тому, что он не совсем такой огромный, он такой был быстрый Там, и маневренный. там он пилот сидит. Даже пилот сидит, да, в кабинке. Вон еще один самолет. Ну, сейчас подойдем к нему. Ага. Ну, тут побольше, наверное, мне так кажется. Да, этот, наверное, чуть побольше. Хотя, может, это такой же самый даже. Шасси, видите, как убирается Ага, под крылья, точно. под кабину? Пушка. Царь-пушка. А это что? А, это вот лодка. А и это такая амфибия. Она могла и плыть, и ездить по суше. И перевозила солдат, видишь? Ага. А сейчас мы подойдем с вами к самой огромной пушке в этом музее. Посмотрите, какая огромная. Мне кажется, меня, если сложить и засунуть в это дуло, то можно будет выстрелить. Я бы оттуда как снаряд бы вылетел. Спокойно. Настолько она большая. Класс. Пропеллер настоящий. А это, мне кажется, было противовоздушная такая. Самолеты, когда подлетали, бомбили их с этой пушки. Даже вон патроны еще, эти снаряды и остались. ржавые там, вон, смотри. Видите размер этих пулек? Да, нормально. А вот, смотрите, проезжают военные. Поехали. Что, друзья, подходит к концу наш очередной влог. Но перед тем, как с вами попрощаться, мы хотим вам сказать такую новую штучку. Мы придумали, что в каждой серии теперь такая рубрика у нас будет под названием «А знали ли вы что?», в которой мы будем рассказывать про очень интересные факты, конечно же, про Англию. И вот именно в этой серии мы начнем эту рубрику «А знали ли вы что?». В Англии все лебеди принадлежат лично королеве. И за причинение боли или за убийство лебедей здесь сразу же сажают в тюрьму. Вот так. Ну, они классные лебеди. Да, лебеди, как их можно вообще обижать и так далее. Что? Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте, спрашивайте, что вам еще интересно. А я еще добавлю, что после таких влогов мы должны жить все дружно. Просто давайте жить дружно. Да, ребят, давайте. Хватит войны, хватит всей этой ерунды. А теперь пока-пока. Warriors around, don't get caught.